ты мой пень не пинай. Будешь дурака сушить, так тебя стукну, что желуди посыплются. Ты мои желуди не тронешь. Я хочу, чтобы ты перестал общаться с Мири. Начинается. Но я не... Да. Не трать дыхание на бесполезную ложь. Ого, целый заговор. По уставу я обязана немедленно задержать и сдать тебя внутренней службе Айланта. И здесь Мири нет. Когда-то устройство кают-компании меня восхищало. Комфортные сферические альковы, собранные подобные грозди, в подобии грозди винограда, ощущение укромного убежища, редкие ценные на борту исполинского Айланта. То, что казалось удачным дизайном, теперь обернулось настоящей проблемой. Найти одного единственного артефита в круговерте секции просто невозможно. Что если она точно так же ходит кругами в поисках меня? Тогда нужно остановиться. И подождать, чтобы она нашла меня быстрее. Но что если она подумала точно так же и теперь стоит в ожидании, когда найдут ее? Хватит усложнять. Она просто не пошла в кают-компанию. Пропустила прием пищи. Такое случается. Какие же мы глупые. Нужно было договориться о способе связи, о месте встречи. Йоли называла нас заговорщиками, но в человеческих книгах заговорщики всегда оказываются очень хитрыми и опасными. Что ж, мы действительно отличаемся от людей. Хитрость и умение лгать не очень-то нужны артефитам для выживания. Моим предкам больше пригодилась стойкость к радиационным поясам Юпитера. Но сейчас доля людской хитрости не помешала бы. Нет, в инженерный отсек я не пойду. Нет. Сябу меня в муку перемолят. Значит, в другой раз. Йолли, я точно знаю, что не опоздал. Ой. Привет. У тебя очень добрая начальница. Повезло тебе. Что? То есть, да, конечно, лучшую наставницу и пожелать нельзя. Я все слышу. Так вот, кого ты предпочел мне? Да, понимаю, она повыше, но только за счет ушей. Ну, там не только дело в ушах, там приглядись повнимательней. Не знаю, почему больше удивляться тому, что Мири смеется, или тому, что Йоли не собирается открутить мне голову. Нет, самое удивительное то, что Мири здесь. Но почему она здесь? Ведь я узнал важную информацию о зернах челноков. Это я ее ищу. Вы уже успели пообщаться? Совсем немного. Я заходила в кают-компанию, но там тебя не нашлось, поэтому пришла сюда. Вам нужно договориться о встречах в каюте Эйна. Да, правильно, хорошо. Хорошая мысль. Спасибо, подружайка. Да, Эйн, да, правда ведь? Правда. Нет, она все-таки хочет открутить мне голову. Или, судя по улыбке, откусить. Нам нужно поговорить. Пойдем ко мне в каюту. Да, это точно, но лучше выйти в коридор. Можете не торопиться. У нас ведь совсем нет работы, только глупые бактериальные останки. Да, Эйн? С этими словами она ущипнула меня за руку, как будто вознамерилась оторвать от меня кусочек прямо здесь и сейчас. Так вот, как себя ощущает хлебный мякиш. Да, Мири, ты иди, я догоню. Йолли, вчера я... А сегодня что-то изменилось? Наверное, нет. Тогда не трать мое время.
Лучше бы действительно оторвала от меня кусочек плоти. Все лучше, чем такое отношение. Впрочем, я сам виноват, разве нет? Юля, тебе важен какой-то проект, а мне мой. Тебе важен твой проект, а мне мой. Тебе важен проект или девушка с ним связанная? Ну и то, и другое. Одно другому не мешает. Все вместе и одновременно. Какая жадность. Смотри, не подавись. Снова отвернулась. Буду считать эти слова своеобразным пожеланием удачи. Но лучше бы мне сбежать на поверхность Метнала прямо сейчас. Отличное место для тайной встречи. Узкая полоска сплетенных корневищ просматривается далеко в обе стороны. Послушивать нас могут только облака, но эти свидетели долго не живут. Рассеиваются мазками постельных тонов по серому небу и тают прямо на глазах. Нам нужно торопиться. Да, Йоля будет шелестеть, если я опять... Нет, я не об этом. Снова передо мной та грустная девушка, непроницаемая, закрытая словно бутон. Что случилось? Сабу в последнее время крайне обеспокоена. Что-то нарастает, и я не знаю что. Она подслушивает, у тебя жучок где-нибудь там стоит. Скрыт куда-нибудь в лифчик. Кажется, все близится к переходу на положение повышенной укорененности. Если это случится, мы не сможем сделать больше ничего. Но такие вещи не случаются просто так, если что-то действительно происходит. Тебе не кажется, что в такие моменты мы должны быть с командой на своих постах? Несколько секунд она просто набирала воздух в легкие, то ли задумываясь, то ли задохнувшись от волнения или возмущения. Чтобы что? Чтобы просто сидеть в чашелистиках и смотреть, как офицеры бегают из отсека в отсек? Ты действительно способен и согласен просто сидеть сложа руки? Конечно, нет. Но это неоднозначный вопрос. Если для тебя этот вопрос неоднозначен, то я в тебе ошиблась. А вот это, во-первых, обидно, во-вторых, манипуляция. А в-третьих, очень обидно. Не обидно, больно. Если она этого не понимает, то ошибся и я в ней. Прости, правда прости, это я не подумав. Но я от своих слов не отказываюсь. Мы должны действовать. Я нашла, с какой палубы можно выбраться на кору черешка. Кстати, о черешках. Спуск происходит не с черешка, а с посадочных модулей челноков, которые выращивают из зерен. Наверное, я почти в этом уверен. И ты молчал? Я все утро тебя искал, чтобы сообщить эту новость. И это отличная новость. Осталось найти и позаимствовать такое зерно. Позаимствовать. Да, милая внешность бывает обманчива. Которая, скорее всего, лежит на складе? В инженерном отсеке. Последние слова мы произнесли хором, глядя друг на друга. Хорошая новость, ты имеешь право там находиться. Плохая новость. Сабу никогда в жизни не выпустит меня с зерном, разумеется. На такие вещи нужно разрешение с самой верхушки. От нашего главфрукта. Ты не договорила. Главфрукт в Уркюк превратится от одной мысли об этом, а мы загремим в изолятор. У нас на борту есть изолятор? Да, я сам только недавно об этом узнал. Ладно, но есть и еще одна хорошая новость. Сабу сегодня опять работает в теплицах. Что-то она там мутит, она там что-то выращивает. Сколько у нас времени? Может быть, весь день? Может быть, 5 минут? Да, но нам стоит поторопиться. Об этом я и говорила с самого начала. Ну так погнали. Она схватила меня за руку и потащила за собой в сторону инженерного отсека. Неожиданное прикосновение обожгло как огнем. Горячая сухая ладонь. Такая нежная снаружи, такая крепкая внутри, словно корень, оплетающий скалу. Как не поддаться такому упорству, такому пылкому напору? Нет, я могу вырвать руку в любой момент, могу вырваться и уйти обратно в лабораторию.
Я иду за ней, потому что это мое решение. Ты не знаешь, что и где лежит, поэтому стой здесь. Я быстро. Что значит «стой здесь»? В чем моя роль? Минуту назад я горел желанием действовать и чувствовал себя героем, а теперь мне некуда деть руки, некуда даже присесть. Наверное, можно присесть в кресло Мири. Чашелистик уже давно расправился и утратил форму ее тепла, ее тела. Но почему-то этот жест все равно показался неприличным. Что об этом подумает Айланд? Конечно, кресло не симбионт, и такой близкой связи с ним нет, но кто-то идет по коридору. Если я крикну Мире, меня мгновенно услышат. Нужно спрятаться и быстро. В шкафчик. Шишки-макрушки, этот шкаф для оборудования. Если захочу вздохнуть посильнее, деталь, впившаяся в бок, сломает мне ребро. Одно утешает. Энерготеплица далеко. От случайного электрического разряда я не умру. Усилием воли я сдержал собственную руку, подтянувшуюся зажать рот. Сдавленное дыхание будет сильно слышно только громче. Ну, конечно, это Сабу. Мири ошиблась. У нас не было даже 5 минут. Мири, я дома. Привет. Все плохо. Даже отсюда я чувствую ее волнение. Великая богиня Флора, в которую я не верю, подари Мире хоть чуть-чуть людской хитрости и лживости. Что-то случилось, подсолнушек? Ты какая-то увядшая. Все в порядке. Почему ты копаешься на складе в одиночку? Так, делаю кое-какие свои вещи. Ты ведь не начала опять волноваться из-за этих дурацких отраженных сигналов? Ах, мы же говорили об этом 100 раз. Может быть. В любом случае, это мое дело. Какой серьезный подсолнушек. Не переживай ты так. Ты же знаешь, что всегда можешь положиться на меня. Все эти глупости не стоят твоих нервов. Мне надоело, что ты не воспринимаешь меня как взрослую самостоятельную личность. Я такой же артефит, как и ты. Ой. Хладнокровие, с которым Мири произнесла эти слова, могло бы превратить Розу в стеклянную статуэтку. Жаль, что я не могу увидеть лица Сабу, но молчание, в которое она погрузилась, передало мне примерную картину. Мири, это совсем не так. Как ты могла такое подумать? Как я могла такое подумать? Теперь ты хочешь свалить вину за эти мысли на меня? Ты даже называешь меня подсолнушком. А кто здесь солнце? Я не... Иногда я думаю, что для тебя я просто еще одна из деталей Айланда. Ты так заботишься об этом огромном растительном монстре, не подпускаешь к нему больше никого, не позволяешь никому тебе помочь, хотя постоянно жалуешься на загруженность и усталость. Что-то мне это напоминает, как будто я вросла в Айланд, и теперь ты заботишься и обо мне тоже. Я цветок в горшке, растение в теплице. Ты не понимаешь всего груза ответственности, который... Я тоже груз. Еще один из тех грузов, которые ты на себя взваливаешь, словно ждешь похвалы или благодарности. Но ты не просишь награды, нет-нет. Просто ожидаешь, что подсолнушек будет смотреть на солнце. Прости, я не знала и не думала, что ты так все это видишь. Такие интонации в голосе Сабу я слышу первый раз. Такую боль до этого я слышал только в одном месте. В словах, едва различимых за занавесом помех. Неужели ты думаешь, что все на этой станции тут же пропадут без своей незаменимой мамочки? Как будто ты остановишься отдохнуть,
и тут же все обрушится на эту дурацкую планету, а я упаду замертво там, где стояла. Может, тебе стоит поискать наконец-то кого-то, способного быть с тобой наравне, а не очередной цветочек, требующий заботы? Или ты боишься такого вызова своему авторитету? Кажется, мои молитвы несуществующему богу были все же кем-то услышаны. Такой расчетливой жестокости я от Мири совсем не ожидал. Если это нам не поможет, то придется напасть на Сабу из укрытия. Нет, Эйн, ты ведь это не всерьез думаешь, правда? Кажется, получилось. Последних слов Сабу расслышать не удалось, но теперь это уже не важно. Она ушла, дала нам время, и это главное. Эйн, вылезай. Затекшее тело скрипнуло, словно старая коряга. Да уж, ловко ты надавила на... Мири молчит. Что же сказать? Что полагается говорить в таких ситуациях? Полагается ли говорить что-то вообще? Может быть, подойти и похлопать по плечу? Думай, тупой пень, думай. Пока я мучительно ворочал мозговыми корешками, она глубоко вздохнула и оттерла слезы. Отлично. Теперь нам никто не помешает. Лучше бы этому зерну найтись, иначе я скину тебя вниз своими собственными руками и прыгну следом. Да. Для собственного спокойствия я буду думать, что это шутка. Зерно нашлось быстро, собственно, его никто и не прятал. Видимо, никому даже в голову не приходило, что кто-то в здравом уме решит тайком сбежать с корабля в ад кислотных штормов и чужеродных руин. Или уже никто не верит в то, что артефиты могут повести себя как люди. Непослушание и предательство из наших предков выкорчевывали еще сильнее, чем хитрость. Небольшая, но увесистая сфера, слой за слоем свернутой под кожурой тонкие пленки, которые расправятся, окрепнут и закостенеют в крылатый плод, способный спланировать сквозь тучи. Даже на самой бесплодной земле это семя сможет вызреть. Под давлением своих распадающихся тканей оно выстрелит реактивную косточку, которая поднимет нас обратно. В теории. По крайней мере, так написано в инструкции. Теперь, когда наш план стал таким ужасающе реальным, не время отступать. Но нервный холодок не проходит. Почему он выглядит как ребенок? Ну, нам нужно его вырастить, может быть, поэтому. Выращивать что-то — это больше по твоей части. Да, к сожалению, по моей. Выгнать Йолли из биохимической лаборатории будет нелегко. И повторить то, что сделала Мири, я не смогу. Но я должен хотя бы попытаться. Бесполезно, невозможно заснуть, даже закрыв глаза. На собственной кровати я ощущаю рядом присутствие украденного зерна. Она маячит темным пятном в углу зрения, словно пылинка, плавающая на влажной поверхности роговицы. Тихо шуршит за зародышевыми слоями, как будто уже наполненная соком готовится расправить упругие от тургора крылья. Даже запах в каюте изменился. К привычной затхлости влажного дерева добавляется землянисто-ореховая нотка с ярко-зелеными пятнами свежей травы. Что-то ярко-зеленое, звенящее чуть горьковатой медью в носу. Снова они. Я так стремлюсь спуститься на голые скалы этой ужасной планеты, так жажду увидеть заброшенные постройки неизвестной цивилизации.
Но даже в смутной и беспокойной дреме я не могу представить, как они выглядят. Снова и снова мечты оканчиваются темнотой. Забавно, что в моих мечтах я вижу только свои первые шаги, исходную точку в облаках. Даже во снах я не могу представить, что настоящий путь приведет меня к ссоре с единственным другом. И не только меня. Спит ли сейчас в мире? Мы не успели даже начать наш путь, а уже пришлось чем-то пожертвовать. Дальше будет только хуже. Сомнения никогда не уходят до конца. Наоборот, с каждым новым шагом их становится все больше. Разве они не должны исчезнуть после того, как я принял твердое решение? Видимо, нет. Опять книги наврали. Или, может быть, люди мыслят совсем иначе. Откуда ползут эти цепкие корни сомнений? Может быть, я обманул сам себя? Я не жажду отказаться от неизведанных и полных опасностей землях. Просто хочу иметь великую цель в жизни. И теперь настоящее, реальное движение к этой цели меня ужасает. Чернота моих снов ничего не скрывает. Под ней пустота, которую я никогда не стремился заполнить. Когда твоей целью является сама мечта, ты не искатель приключений, не покоритель чужих земель и не герой, ты мечтатель. Я мечтатель. Но даже иллюзорные мечты имеют реальные последствия, и лучше бы мне подготовиться к ним заранее, потому что времени не осталось. Черная пелена совсем близко. От волнения крутит живот, свежий воздух отдает в ноздрях с запахом желудочной кислоты. Как хорошо, что можно пропустить завтрак. Здесь под покровом туч не бывает пасмурных дней. Симбионт совсем не выглядит уставшим, в отличие от меня. Пожалуй, откажусь и от обеда тоже, пока я не проращу зерно. Встречаться с миром глупо и опасно. Пока я не проращу зерно. Чешуйчатый шар лежит уликой под кроватью. Страшно брать его с собой в лабораторию, страшно оставлять. Поскорее бы все это закончилось, пусть нас поймают. Нет, Эйн, соберись, это голос слабости и страха. У страха нет права на мнение в этом голосовании. Вот бы Йолли взяла выходной. Ха-ха, Йолли и выходной, смешно. Да она ночует в лаборатории. Интересно было бы взглянуть, как выглядит ее каюта. Пустая лакуна, завиток голого дерева с давно высохшим пятном лишайника на месте кровати. Может быть, Айланд уже давно зарастил ее каюты свежей телемой. На такой кошмар я бы взглянул. Забавно, что я наверняка мог бы увидеть каюту Йолли своими глазами. Достаточно всего лишь попроситься в гости. Как теперь с ней разговаривать? Я даже не могу смотреть ей прямо в лицо. Попытаюсь сделать вид, что ничего не произошло. Может быть, ей тоже не хочется нагнетать атмосферу. О, доброе утро, как раз о тебе думал. Очень мило. А я-то все думаю, почему у меня уши горят. Угадаю, у кого сегодня выходной? Ну, явно не у тебя. Точно не у меня. Буду смотреть на предметные стекла, пока глаза на лоб не полезут. Молодец, правильно, потому что выходной у меня. Отлично. Чего-чего? Я знала, что от тебя другой реакции и не дождешься, но все равно обидно. Нет, это, конечно, хорошо. То есть обычно нормально брать выходной, совершенно нормально. Но почему? Иногда мне хочется стукнуть тебя всерьез, чтобы листья посыпались.
Я живой артефит. У меня тоже могут быть приятели, с которыми я хочу провести время. Уж я-то точно заслужила выходной. Может быть, даже отпуск. В последнее время чувствую себя уставшей. Но она специально. Она специально берет выходной, чтобы помочь. Не извиниться, только не извиниться. Время этого давно упущено. Во-первых, я не верю, что у тебя есть приятели. Где-то я это уже слышала. Ты смеешь использовать мой же сарказм против меня, Эйн? Во-вторых, кто он? Если это ревность, то я польщена. Правда, правда. И не он, а она. Она? Сабу. Я едва удерживался, чтобы не отшатнуться. Почему именно это имя? Почему оно преследует меня? Как будто на Иланте больше никого не осталось. Ну, да, осталось вон три тетки. Что-то ты побледнел. Выглядишь так, как будто не завтракал. Я и не завтракал. Похвальное стремление не опоздать. Но это ты зря. Особенно с учетом того, что сегодня ты работаешь один. Да, Сабу выше тебя на голову. Почему она? Я тут же пожалел о своем вопросе. Йоли мгновенно помрачнела, словно росток которого забыли полить. Зачем бы продолжаешь задавать вопросы, глупый Эйн? Невероятная удача помогла создать нужную тебе ситуацию. Хватит испытывать судьбу неуместным любопытством. Если честно, я сама не знаю. Она просто пришла сюда вчера. В твое отсутствие, между прочим. И об этом мы еще поговорим. Вчера? Да. Кажется, у нее что-то произошло. И теперь она хочет поговорить. Поговорить именно с тобой? Да. Это сложно объяснить, но кажется, я понимаю, почему. Мы с Сабу похожи. Ага, как дуб и шиповник. Да не внешне, дубина. Во-первых, мы обе являемся настоящими профессионалками и авторитетами в своих сферах. Индивидуалками. Во-вторых, на нас обеих лежит большая ответственность. И в-третьих, у нас обеих совершенно непутевые и бесполезные подчиненные. Последнее я пропущу мимо ушей. В общем, нам с ней есть о чем поговорить. Сабу уважает силу, уважает тех, кто умеет работать, принимает во внимание только тех, кто способен держаться с ней наравне. А быть равной ей, конечно, очень нелегко. Именно поэтому у нее совсем нет друзей. Звучит так, как будто она тебе нравится. Разве? Может быть, может быть. В конце концов, почему нет? Тебе, наверное, в это трудно поверить, но у меня тоже не очень-то много друзей. Особенно теперь, после того... Особенно теперь. Йолли, послушай. Наверное, я просто не понимаю всю эту систему социально-гормональных взаимодействий под названием «дружба». Легко быть начальником для подчиненных, легко быть подчиненным для офицеров. Но вот все эти свободные, нерегламентированные отношения напоминают мне метнал. А вот это неожиданное сравнение. Обширная крона человечества затеняет приличный кусок галактики. Наша экспедиция, словно протянутая ветвь этой кроны, зависла над метналом. Весь этот путь от самой Земли мы движемся и движемся навстречу этой планете. А что в итоге? Кажется, метнал просто не хочет с нами дружить. Вот именно. Этого я и не понимаю. В какой момент разрешено и уместно повернуть назад? Как долго ждать результата своих действий? Неделю, месяц, год? В какой-то момент движение должно быть признано неудачным.
Но чем дольше и дальше ты тянешься, тем сложнее отступить. Столько усилий уже потрачено. В какой-то момент ты начинаешь верить, что одними только стараниями заслужил успех, что ты обязан, тебе задолжали. Горло сдавил комок. Как же хочется схватить Йолли за плечи и закричать. Нам ответили, мы достигли успеха. Нужно всего лишь вырастить семя челнока, и она не поймет или не поверит. Я уже немного потерял нить. А мы о нашей экспедиции говорим? Нет, мы говорим о межличностных отношениях. Ты совсем не слушаешь? Так что, Эйн, хочу сказать тебе, что ты мне ничего не должен. Ты свободен от обязательств. Впрочем, ты это и сам уже знаешь. Хватит мне висеть над тобой, как Айланту над Метналом. Ха-ха. Эйн, ты ведь не расстраиваешься? Что-то у тебя лицо пожухлое. Небогатый что-то выбор, да? Молча помотать головой, промолчать, молча покивать. Просто помолчим. Вот и хорошо. Ну ладно, я пошла социально взаимодействовать. Давай, удачи тебе. Йолли, стой. Ну что еще? Ты всегда была и будешь моим другом. И я обязательно вернусь живым, чтобы извиниться перед тобой. Умрешь, ко мне не приходи. Договорились. Она улыбнулась, может быть. Нет, определенно это была шутка. Душу затопила волна облегчения. Конечно, я не прощен. До этого еще далеко, но это начало. Неловкое и хрупкое, но все же начало нашей новой дружбы. Спасибо. Скучно. Ты скучный. Я пошла к Сабу. Наверняка будем пить водорослевое пиво. Ах вы пьянчушки. Мать природа, и зачем я только на это согласилась? Йолли, она всего лишь позвала тебя на листик на листик каши. Расслабься, иначе вы будете сидеть за столом, как два пенька. Да-да, ты прав. Только не щипай меня больше. И не собиралась. Но мы еще поговорим насчет того, что вчера ты прогулял свою смену. Готовься. И сегодняшнюю работу я проверю тоже. Все, я убежала. Произошло небольшое чудо, на которое я и не полагался. На которое я и не надеялся. Нет, даже два чуда. Лаборатория освободилась сама собой, и Йолли на секунду допустила мысль о том, что я не являюсь гнилым предателем. Нужно гораздо больше чудес, чтобы действительно вернуться обратно живым. Но теперь они кажутся возможными, даже вероятными. Ну ладно, нужно торопиться. Не стоит игнорировать подарок судьбы слишком долго, а то она может обидеться. Каждая пробежка по коридору с зерном в руках представляет моей шевелюре новую ветку пожелтевших листьев. И почему я не догадался просто взять контейнер из лаборатории? Это даже не считается кражей. Я буквально тут работаю. Неважно, осталось совсем немножко, всего лишь лабораторная возня. Воткнуть зерно в горшок с субстратом, активировать морфогенез органов. Как только я веду гормоны роста, бежать к пусковой площадке придется очень быстро. Вот будет неловко, если меня размажет раскрывшимися крыльями челнока о стены коридора. Лучше запустить синтез гормонов прямо в субстрате. Это даст мне немного времени. Значит, нужно высыпать в контейнер аденозин-3-фосфат, короче. Добавить субстратов доноров. Но какой фермент использовать первым?
монофосфат, фосфата, бла-бла-бла-бла. И вот это вот херня какая-то. Давай монофосфат долбанем. Впрочем, без разницы. Один фермент израсходуется за другим, стадия за стадией, реакция за реакцией. Точно так же, как расходуются отношения с окружающими, когда мы шаг за шагом движемся к цели. Отваливаются субстраты-доноры, переставшие получать от тебя ответ. Потому что Йолли права. Никто не обязан поддерживать тебя вечно. Так, кажется, пора хватать контейнер с зерном и бежать.